Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. У нас было видео 2 недели назад. Мы рассказывали о том, что мы увидели на концах кабачков вот такие вот интересные деформации. Ну и зная, что после таких деформаций наступает период загнивания кабачков, естественно, я провела опрыскивание и полив с помощью растворов. И я рассказала об этих растворах. Вот, кстати, это вот здесь бочки у нас. Ну и вот в открытом грунте кабачок, кавели, это все кавели, гибриды. Очень много кабачков, формирует много плодов. И вот сейчас вот такая ситуация. То же самое происходит. Почему это происходит, я объяснила в видео, что это проблема нехватки кальция. Ну, естественно, я рассказала о том, что я использую кальций, калий для приготовления раствора по листьям. Вот. Ну, а затем я еще использовала, сюда добавляла бор. Ну, а под корень я сделала вот такой растворчик, где есть все эти микроэлементы в растворимой форме. Ну, и пришло мне не одно сообщение о том, что несовместимы вот эти два элемента, калий и кальций, и я ввожу в заблуждение людей. Ну что ж, так как было очень много сообщений, а последнее это целое письмо, я буду сейчас брать кусочки писем и доказывать и объяснять свою правоту. Вы сами видите, если бы было нельзя это соединять, вот то, что я делаю, и именно теми элементами и удобрениями, которые я вам показывала, то на сегодняшний день растение не развивалось бы, и я бы каждые 2-3 дня не собирала довольно-таки большое внушительное количество кабачков и не закрывала на зиму, не готовила бы каждый день. И это растение, естественно, уже погибло бы. Ну что ж, давайте более подробно я об этом расскажу и все покажу вам. А начнем наше видео с этой выписки из этого сообщения. Кальций нельзя смешивать ни с чем. Другие вещества его просто блокируют. Если есть вершинная гниль, то нужно посмотреть, что блокирует кальций и не дает ему поступать в растение, если же это не сортовой недостаток. Ну что ж, в части сообщения автор прав. Но прав в том случае, если это удобрение, которое мы используем. В данном случае я использовала кальций, особый кальций, о нем мы поговорим сейчас. Так вот, если кальций, приготовление этого удобрения используется с помощью солей металлов, то, естественно, нельзя использовать эти препараты, эти удобрения. Кстати, это можно рассмотреть в химии 8 класса, соляная кислота, серная кислота. Ну, там есть целый раздел кислоты. И очень много интересных формул, и показывается, что происходит, когда вот действительно использовать вот такие удобрения, которые готовятся с помощью кислот. В данном случае удобрение, которое я использую, а удобрение нано-жидкое удобрение, кальций, это микроэлемент. Именно инновационное современное микроудобрение в жидкой форме, и он не содержит хлор. Это чистая природная форма. Кальций активизирует протекание ферментных реакций, повышает подвижность нитратов, влияет на углеродный и азотный обмен растений. Вот именно этот микроэлемент нужен в период активного роста всех надземных органов растения и корневой системы. Ионы кальция находятся в свободном состоянии. И эти ионы нужны для образования нуклеиновых кислот. На клеточном уровне принимают участие вот эти все ионы кальция в построении мембраны буквально каждой клеточки. Ну, мне могут возразить, сказать, что вы же при посадке используете трифосфат кальция, и зачем вы еще потом используете кальций? Да, действительно, в начальной стадии растению было достаточно кальция, трифосфат кальция, который я именно покупаю в ветаптеке. Листья, которые образовывались до момента резкой смены температуры и до момента вот сильного уже роста растений,
В первый период вот они не ощущают нехватки кальция и остаются нормальными. Они содержат больше кальция, чем молодые листья, поскольку растение не может перераспределять кальций. А вот уже когда начинается вот этот резкий переход, когда появляется вершинная гниль, начинается жара, и вот это резко жаркий сверху воздух, и корни еще прохладная почва. И вот получается, что растение не имеет того количества кальция и не успевает вот этот кальций доставляться каждой клеточке. А дефицит кальция приводит к появлению таких опасных заболеваний, как черная ножка, кстати, на рассаде, вершинная гниль, корнеед корнеплодов, ну и вот гниют кабачки, та же самая проблема. Это не какие-то заболевания, связанные с спорами грибковых заболеваний, а именно недостаток кальция. Но вернемся к началу письма. Кальций нельзя смешивать ни с чем. Другие вещества его просто блокируют. Я рассказывала о приготовлении раствора, в котором были бор и кальций. Но борная кислота у меня просто в тот момент, я еще нового препарата, новой бутылки не закупила и использовала борную кислоту. Так вот, бор совместно с кальцием – это не мое мнение, это доказательство ученых с мировым именем, их много, и вот они доказали, что совместно бор с кальцием влияют на формирование стенок клеточек, которые вот интенсивно образуются, когда идет вот этот рост сильный. При этом именно бор воздействует на поглощение кальция и обеспечивает сбалансированность питания растения кальцием. Эти два элемента очень важны и очень нужны. Кальций и бор регулируют процессы опыления и углеродный и белковый обмен, стимулируют синтез фитогормонов. Ну что ж, я вот эту часть, по-моему, доказала, объяснила, почему я использовала кальций и борную кислоту. Результат виден, растение здоровое, плодоношение нормальное. Идем дальше. Читаем дальше. Частой причиной блокирования являются совместные подкормки и внесение золы, как ни странно, при посадке. В золе много карбонатов, они и блокируют кальций. Поэтому нужно кальций давать отдельно несколько раз за сезон по листу и под корень. Можно кальциевую селитру, можно мел или доломитку, гашенные уксусом. Вот это гашение уксусом очень часто сейчас появляется в моей почте. Все почему-то решили гасить уксусом древесную золу, чтобы она служила хорошим удобрением. Но давайте я более подробно об этом поговорю. И давайте рассмотрим, все-таки вернемся к органической химии, которую мы изучали в школе. Что такое уксус? Это слабая, предельная, основная карбоновая кислота с формулой CH3COOH. Что такое у нас зола? Ну, вот зола, смотрите, выборку такую сделала. Из чего она состоит? Это снова же исследования ученых. И здесь очень много различных соединений. Ну, назову их всех. Карбонат кальция, карбонат калия, сульфат кальция, силикат кальция, ортофосфат калия, ортофосфат натрия, карбонат магния, силикат магния, карбонат магния, сульфат магния, хлорид кальция, хлорид натрия. Ну и давайте выберем то, что связано с кальцием, вот эти формулы. Первое – это карбонат кальция, кальций CH3. Далее сульфат кальция, кальций SO4. Далее силикат кальция, кальций кремний О3. И кальций хлор, хлорид кальция, кальций хлор 2. Вот только вот часть из этого большого набора, что у нас входит в золу. А теперь давайте рассмотрим более подробно, что происходит, когда мы возьмем и создадим вот такую взрывную ситуацию вместе с древесной золой
и соединим ее с уксусом. Что такое уксус? Мы уже рассмотрели тоже в начале, что такое сода, а бикарбонат, вот мы видели, сколько у нас тут в составе золы различных соединений. Итак, бикарбонат, сода, щелочное свойство – это ацетат натрия плюс угольная кислота. Что же происходит? Происходят очень интересные такие реакции, о которых нужно сказать. Так как кислотный остаток уксуса сильнее, он замещает кислотный остаток в соде, образуя ацетат натрия. CH3COO натрий. Реакция протекает с выделением углекислого газа СО2 и воды H2O, а ацетат натрия растворим в воде, вот он и остается. Ну вот эти все формулы, которые мы с вами видели, вот каждая по-своему расщепляется. В конечном итоге, что у нас получается? А чтобы понять, что у нас получается, нужно еще одну информацию, очень важную, понять и принять эту информацию. Почему? Потому что вода нынче, мы-то используем воду для того, чтобы получить вот эти все изменения при том, что мы в золу добавляем уксус. Вода – живой организм, и это уже доказано многими учеными, и это является базовым, что мы должны понимать. Наступает вот сейчас время, когда ученые уже доказали, что вот происходят вот такие интереснейшие изменения в материи. Размер протона водорода уменьшился на 4%. Изменилась материя, изменилась вода. И вода сегодня имеет совсем другую формулу. Вода имеет вот такую формулу, вот тоже подготовила. И это снова же данные ученых мировых, с мировыми именами. Сегодня вода не имеет формулу H2O, а H6O3. А когда создается вот такое сильная или позитивная, или негативная энергия, связанная с настроением человека, ведь использует этот человек, тогда то ли с плюсом, то ли с минусом вода может быть H12O6. И уже это доказано, ученые это экспериментально доказали. Так вот, представляете, если добавить воду, вот такую H3, H6O3, H12O6. Это зависит от настроения. Кто-то ругается, тогда это высокое состояние воды H12O6, но снова же зависит от того, в каком состоянии. То ли позитивно верит в то, что прекрасно все хорошо получится с растением, или же негативное, тогда это с минусом. Так вот, когда соединить вот эти формулы, уксус соединить с зольными составляющими и плюс вот эту воду, получится совсем неведомый нынче такой состав, который трудно даже объяснить. Этим занимаются сейчас ученые, физики, химики. Вот этот новый водород мгновенно перестраивает структуру воды, и, естественно, структуру вот этих формул. Формула воды колеблется, принимая сейчас различные значения. И вот если человек спокоен, то вода имеет одну спокойную формулу. Но не H2O, как было раньше. Ну и другие свойства, то, что я вам сейчас говорила, вот другие свойства, все зависит от человека, кто огородника, дачника, который готовит этот раствор. И это меняется, вот это состояние, вот эта биохимия меняется в течение доли секунд. И вот эта формула меняет метаболизм клетки растений. Если водород другой, вода другая, формулы получаются другие, то уже другая биохимия растений. Поэтому, кроме того, что мы научимся использовать уже новые удобрения, это нанотехнологии, новые технологии, которые позволяют получать экологически чистые продукты. Вот эта технология нам, конечно, везет в Украине, хотя я знаю, что эти предприятия, это предприятие, которое изготавливает вот эти новые удобрения жидкие,
они знают, что отправляют и в Европу очень активно. И вот этот экологический материал, экологическое удобрение очень хорошо помогает растениям вот именно сейчас, в это время перестройки материи, и помогает активизировать вот эти все реакции в клеточках растений. И помогает вот это все вместе проводить в растении и углеродный, и азотный обмен растений в более нормальном состоянии. И вот эти состояния не блокируются, как блокируются вот те удобрения, которые используются с помощью различных кислот, где есть соли металлов. Еще раз вернусь к сообщению, к письму. Можно кальциевую селитру, мел или доломитку гасить уксусом. Ну вот я, по-моему, ответила на этот вопрос. И завершается письмо: для налива плодов нужен калий, а не кальций. Для налива плодов, для нормального развития растения нужны все абсолютно микро- и макроэлементы. И они нужны в определенной пропорции для каждого растения в определенный период вегетации. И это количество всегда меняется. Конечно же, те, кто имеет доступ к лабораториям, где используется изучение почвы, воды, и выдается, сейчас это фермеры активно используют, выдается вот такая специальная справка, что, когда, сколько надо и какие элементы нужно использовать для того, чтобы выращивать здоровые растения. Но у нас нет такой возможности, и вот эти все эксперименты с уксусом, с древесной золой именно в последние 2 года привели у меня к тому, что я некоторые растения просто убивала вот этими формулами. Ну что ж, сегодня вечером я буду готовить раствор из вот этих важных элементов питания, из кальция, калия и бора по 15 мл на 10 литров воды. Буду опрыскивать по листьям. Ну а под корень добавлю вот этот раствор. Здесь 30 мл использую на 10 литров воды. И полью все кабачки. У меня получится под каждое растение, после того, как я полью чистой водой теплой, по 3 литра этого раствора. Чуть больше 3 литров. У меня 3 растения. И они, кстати, очень хорошо своим урожаем 3 растения нас обеспечивают весь сезон. И благодаря вот этим подкормочкам, которые провожу раз в 10 дней, в 14 дней, в период, когда очень интенсивно идет плодоношение, естественно, надо раз в 10 дней проводить такие подкормки, для того, чтобы растения получали весь набор нужных питательных веществ и, естественно, давали нам хороший урожай. Вот сегодня я ответила на многочисленные замечания, комментарии. Благодарю, потому что благодаря вот этим замечаниям я вижу ситуацию и понимаю, что очень много нам предстоит учиться, очень многое новое осваивать, потому что новое время, новая материя, новый водород, и, естественно, создаются новые формулы, и эти формулы по-иному реагируют на новую материю, на материю растений, которые мы привыкли обычно выращивать с помощью одних материалов, но сейчас новое время, современное время, меняется технологии, ученые ищут новые технологии для того, чтобы растения чувствовали себя здоровыми и, естественно, давали нам урожай. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик завершают это видео. Благодарю за то, что вы задаете вопросы, и благодарю за то, что вы стараетесь найти тоже ответы, как и мы, почему и что и как происходит. И это очень важно не только для новичков, но и для всех тех, кто давно занимается огородничеством. До новых встреч в новых видео. Всего вам самого доброго.